Привет! Добро пожаловать! Это видео на русском. Если вам нужны субтитры, включите их здесь. В этом видео я хочу поговорить о словах, которые носители используют очень часто в своей обычной речи, в своей повседневной речи. Но изучающие русский язык редко учат эти слова, потому что, во-первых, есть более важные слова, которые нужно знать. И во-вторых, во многих языках просто нет подобных слов и подобных конструкций с такими словами. Я не говорю, что слова, которые я сегодня назову, неважные, но они обычно используются для выражения эмоций. И, конечно, сначала мы учим слова, чтобы сконструировать предложение, чтобы передать то, что мы хотим сказать. И только после мы уже добавляем слова, которые делают наше предложение более эмоциональным, добавляют какой-то оттенок. Для того, чтобы использовать эти слова правильно, нужна практика. Нужно выработать эту интуицию, когда и какое слово можно использовать. Один из способов, как это сделать, это слушать носителей. Кстати, в моем недавнем видео я рассказала о том, какие шоу на русском можно посмотреть на YouTube. Ну а сейчас я назову каждое слово, дам примеры. Не все слова можно перевести на английский, но я постараюсь. На экране вы будете видеть подсказки. И первое слово «же». Это слово усиливает то, что вы говорите. Например, «Она же говорила тебе». Если мы скажем просто «Она говорила тебе», это просто факт. Но если мы добавляем наше короткое слово «же», мы добавляем эмоций. Можно продолжить предложение. Она же говорила тебе, что нельзя есть в этом кафе. Но ты поел, и теперь у тебя болит живот. Другой пример. Это же понятно. Мы можем сказать: это понятно. Это факт. А теперь добавим «же». Это же понятно. Да, я не сказала, что переходить дорогу нужно на зеленый. Но это же понятно. Если у нас есть вопрос, вопросительное предложение, слово «же» также усиливает вопросительную интонацию. Иногда удивление, иногда даже фрустрацию. Например, «Где же ты был?» Я не просто интересуюсь, где ты был. Этим предложением я говорю: где же ты был? Я тебя ждала здесь 3 часа. Еще слово «же» используется для противопоставления двух частей предложения. Например, он работает, ты же отдыхаешь. Следующее слово «ведь». Я хочу поговорить об этом слове сразу после слова «же», потому что значение этих слов похоже, и часто можно заменить «же» на «ведь». Она же говорила тебе, она ведь говорила тебе. Это же понятно, это ведь понятно. Но слово «ведь» больше акцентирует логичность того, о чем я говорю. Также «ведь» можно использовать в значении «потому что», «так как». Я не пришел, ведь был очень занят.
Я не пришел, потому что был очень занят. Следующее слово раз. Вы уже знаете два значения этого слова. Раз может значить один, когда мы считаем. Раз, два, три, четыре и так далее. Также раз мы используем в ответе на вопрос «как часто?». Как часто ты гуляешь? Я гуляю 1 раз в день. Но сейчас мы поговорим о другом значении этого слова. Раз может значить «если» или «так как». Например, раз ты не пришел на урок, значит, ты не хочешь изучать русский. То есть, если ты не пришел, значит... Или другой пример. Раз погода хорошая, пойдем гулять. Так как погода хорошая, бла-бла-бла. Часто это слово можно видеть со словом «то». Раз у нас есть время, то давай погуляем. Также вы можете услышать комбинацию «как раз». Например, «как раз об этом я хотела поговорить». Это значит, именно об этом я хотела поговорить. Следующее слово «разве». «Разве» мы используем, чтобы выразить сомнение. Разве он уже ушел? Значит, я думала, что он еще здесь. Также мы используем «разве», когда мы уточняем информацию. Мы ждем подтверждения. Например, разве он мог так сказать? Я сомневаюсь, что он мог так сказать. Следующее слово имеет похожее значение. И следующее слово «неужели». Мы также используем это слово для выражения сомнения. Неужели он сказал такое? Я не могу поверить в это. Также неужели используется для выражения удивления. Неужели ты сам это сделал? Я не ожидал, что ты можешь так сделать. Неужели уже весна? Что, так быстро весна? И давайте сейчас поговорим о разнице между «разве» и «неужели». «Разве» скорее вопрос с сомнением, но я допускаю, что это может быть правдой. «Неужели» сильное эмоциональное удивление, почти шок. Давайте посмотрим на примеры. Разве он мог так поступить? Я сомневаюсь, но хочу уточнить. Неужели он так поступил? Я в шоке, я не могу в это поверить. Следующее слово «уж». Многие ученики, когда видят это слово в предложении, считают, что это слово «уже». Но нет, они похожи, но слово «уж» имеет другое значение. Еще одно слово для более эмоционального предложения. Мы используем слово «уж» для того, чтобы подчеркнуть уверенность в чем-то. Он уж знает, что делает. Он точно знает, что делает. Часто это слово можно встретить в комбинации с «ну». Давайте сравним два предложения. Если ты хочешь, покупай мотоцикл. Ну уж, если ты так хочешь, покупай мотоцикл. Первое предложение нейтральное. Второе предложение показывает нам, что мы немного сожалеем об этом. И раз мы начали говорить о слове «ну», давайте продолжим. Кажется, начинать предложение с этого слова можно в любой ситуации.
И если вы слушали речь носителей, а вы это делали, вы могли заметить, что даже когда человек не знает, как ответить на вопрос, он скажет «ну» и даст себе время подумать. Часто мы используем это слово с императивом, чтобы подчеркнуть этот императив. Например, «ну иди сюда», «ну давай сделаем это». Когда мы раздражены, мы не можем что-то терпеть, мы тоже начнем предложение с «ну». «Ну хватит». Значит, я не хочу, чтобы ты продолжал. Когда мы недовольны, мы тоже можем использовать «ну». «Ну и жара сегодня». И когда мы удивлены, мы тоже можем использовать «ну». «Ну и парень». То есть, какой странный парень. Следующее слово, а точнее не слово, а два слова «вряд ли». Обратите внимание на произношение. «Д» мы произносим как «т». Поэтому даже многие носители делают ошибку, когда пишут эти слова. Почему эту ошибку делают часто? Потому что это разговорная форма, и очень редко можно увидеть «вряд ли» в книгах или статьях. Итак, «вряд ли» значит «я сомневаюсь», скорее «нет», чем «да». Вряд ли он приедет. Я сомневаюсь, что он приедет. Я почти уверен, что он не приедет. Или если вы не хотите говорить человеку «нет», вы можете ответить «вряд ли». Ты придешь ко мне на вечеринку? Вряд ли. Скорее всего, вы уже решили, что не придете, но все-таки не хотите говорить «нет». Следующее слово «вроде». Оно выражает неуверенность. Например, «вроде погода хорошая, можно идти гулять». Я его вроде где-то видела, но не помню где. Также можно услышать «вроде бы». Это «бы» усиливает неуверенность. Она вроде бы не против. Значит, я не уверена, но мне кажется, что она не против. Это все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было полезным для вас, и теперь вы будете лучше понимать, что именно хотят сказать носители. Если у вас есть вопросы, задайте их в комментариях. Слушайте наш подкаст на русском, русский блин, или смотрите, и смотрите мои другие видео. Поставьте лайк этому видео, это очень важно для меня. И не забудьте подписаться. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.